Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 26 января. Поговорим о народных приметах на этот день, поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 26 января. Итак, Православная Церковь в этот день, 26 января, вспоминает мучеников Ермилу и Стратоника Сингедонских, память которых почитается в этот день. Святой Ермил был диаконом города Сингедон. Сейчас это Белград, столица Сербии. И вот за свою христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго истязали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай. А вот второй святой мученик Стратоник был тюремным стражем и даже другом Ермилы, а еще тайным христианином. Видя страдания, которые выпали на долю его друга, он не смог сдержать слез, чем выдал себя. Его уличили в христианстве, подвергли пыткам, но, видя его непоколебимость, тоже утопили в реке. На третий день мощи святых были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены близ Сингедона. А вот в народном календаре 26 января прозвали День Еремы, День Ермилы или просто Еремин день. Наши предки 26 января старались не выходить из дома, потому что в эту пору стояли достаточно сильные морозы. Тем более существовало в народе поверье, что если весь этот день провести на печке, то год болезней не будут приставать. А кто ослушается данного запрета, тут же лихоманку подхватит. День Еремы проводили в спокойной обстановке за несложной работой, а трудоемкая и тяжелая работа 26 января была запрещена. По народным приметам считалось, что тот, кто примется за нее, может серьезно пораниться, а то и насмерть зашибиться. На Ерему 26 января внимательно относились к кошкам, считая, что они обладают способностью излечивать от различных болезней. Тот же, кто сядет на место, нагретое котиком или кошкой, считается, тут же выздоровеет. Было и такое интересное поверье у наших предков. Туда, где кошки не любят лежать, нельзя ставить кровать и стол, так как в этот местах нечисть таится. Традиционно в Еремин день клали в колыбельку ребенка, который плохо спал, кота, но только не черного. Люди верили, что он и на кровать нагреет, и злых духов изгонит. После этого считалось, что сладкий сон малыша просто-навсего обеспечен. А вот оставлять кошку на всю ночь в кровати вместе с малышом нельзя, иначе ребенок может вырасти глупым. Кстати, 26 января в Еремин день кошку гнали с постелей взрослые, так как верили, что можно с ума сойти, тем более, если она ляжет около головы. В другие же дни такого запрета не было. В день Ермилы внимательно относились к приходу бродячих котов. Если котик громко и настойчиво скребется в двери дома, его обязательно впускали и считали, что это животное почувствовало в избе негативную энергию и пришло избавить от нее. Спасителя кормили и оставляли переночевать. Обычно утром, сделав свое благородное дело, он уходил. Если же кошка не покидала дом и шла только к одному из живущих в нем, ложилась к нему на голову или в ноги, то это означало, что человек болен и у него нужно забрать болезнь. После излечения пушистый целитель убегал, и задерживать его ни в коем случае не стоило. Кроме того, в этот день наши предки старались провести обряд для привлечения денег. Для выполнения этого обряда нужно было обязательно найти черную кошку и взять с нее шерсть. Если черная кошка проживает у вас дома или у ваших знакомых, достаточно просто пройтись по дому и собрать клоки ее волос. Запрещается причинять боль и дискомфорт, забирая шерсть именно с кошки. Если вы причините боль животному, то обряд будет направлен уже против вас. Также можно прикормить обычную кошку с улицы и причесать ее, а собранную шерсть уже использовать в своих целях.
Далее нужно положить шерсть на зеленую тряпочку, зажечь свечу и капать воском от нее на шерсть, рисуя на ней в этот момент треугольник. При этом нужно говорить следующие слова. Шерсть с кота сходит, денежная удача в жизнь приходит. Сколько с кошки шерсти сойдет, сколько удачи ко мне и придет. Волосок к волоску, монетка к монетке будут звенеть в кармане, как озорные детки. И день денькой ко мне идти будут в понедельник, вторник, среда до четверг, пятница, субботу и воскресенье. И на Пасху, и на крещение. Да будет так. Аминь. После проведения этого обряда сверните ткань с содержимым внутрь, как бы делая из этого мешочек. Этот мешок нужно плотно завязать веревкой и спрятать на своем рабочем месте, а кошку в знак благодарности обязательно покормите. Вы знаете, кошки являются просто идеальными партнерами для проведения магических работ. И вы спросите, а почему? А вот вы знаете, что для продажи залежавшегося товара необходимо позвать в магазин черную кошку, дать ей пройтись по товару своими лапками. И тогда в самое ближайшее время этот товар будет продан. Ну а чтобы понравиться человеку, нужно приобрести кошачье лакомство и дать его ей в пятницу нечетного числа. Если кошка просит вас погладить ее, это знак того, что ее хозяин в вас влюблен или же испытывает сильную привязанность и симпатию. Известно, что рыжие кошки могут вылечить некоторые заболевания, связанные с половой жизнью. Для того, чтобы избавиться от проблем, вам нужно будет приобрести рыжую кошку или кота, а затем посадить животное себе на живот, а дальше он сделает все уже за вас. Нужно помнить и о том, что за свою помощь кошка сразу же требует плату, а это еда, как вы знаете, и забота. Не нужно лишать кошку этой платы. В противном случае вы лишите себя того, что она вам подарила. Также в этот день наши предки уделяли внимание народным приметам касательно погоды. Поэтому если лес трещит 26 января, то это говорит о том, что мороз продержится еще долго. Если лес шумит, ожидается снег и оттепель. Круг вокруг Луны – это к метели. Кошка мордочку прячет к морозу, лижет лапу к солнечной погоде, по половицам катается к теплу. Если кошка скребет когтями пол, это к метели, стенку к ненастью. Котик вверх животиком ложится и протягивается, это к теплу. Кошка села на подоконнике, смотрит в окно, к оттепели. Собака лежит, свернувшись калачиком, это к холодам, но если она вытянулась, это к теплу. Слабая тяга в печи к теплу, а вот сильная, наоборот, к морозу. Синица возле окна щебечет к ранней весне. Кто в этот день подаст 7 милостынь, считается, тому простятся 7 грехов. Рожденные 26 января по знаку зодиака Водолеи. Эти люди, как правило, любознательны, целеустремлены, независимы и настойчивы. Обладают огромной силой воли и высоким интеллектом, стремятся к саморазвитию и самообразованию. С юных лет проявляют лидерские качества, достигая целей и продвигаясь по карьерной лестнице. Благодаря яркости и неординарности они очень популярны. Сторонники активного образа жизни занимаются спортом и много путешествуют, при этом не забывают и о карьере. Их мировоззрение, жизненные позиции очень тверды, поэтому их невозможно переубедить. Могут изменить точку зрения только под влиянием неоспоримых аргументов. Ловко манипулируют людьми и очень хитры. Обаяние и харизматичность притягивает к ним окружающих. За внешней мягкостью скрывается строгость и требовательность. Что же касательно талисмана для людей, рожденных 26 января, то знаете, если вы приобретете фигурку в виде черного быка с белыми отметинами и положите ее в ящик стола или поставите на стол, то очень быстро обретете долгожданное счастье. Тому, кто обзаведется крошечным веником и будет всегда носить его при себе, удастся стать неуязвимым перед всевозможными раздражениями. Этот оберег можно использовать для того, чтобы избавляться от нежеланного гостя. Для этого необходимо после его ухода подмести за ним пол со словами «вон, вон, вон». После подобного ритуала неприятный вам человек еще не скоро посетит ваш дом.
Как правило, сны в ночь с 25 на 26 января и снятся вещи сны, которые предвещают радостные события. Во сне также отражается наше общее состояние. Оно связано с ритмом жизни, личными отношениями, увлечениями и общим мировоззрением. Если сон был глубокий и спокойный, значит, в будущем у вас все будет размеренно и надежно. Если сон переполнен разными событиями, вас ждет много нудной и неинтересной работы. Негативный и тяжелый сон говорит о вашей неготовности к активным делам. Отдохните и будьте готовы проявить себя несколько позже. Сновидения в эту ночь могут указывать и на способ решения некоторых кармических проблем, особенно если эти проблемы стали появляться в вашей жизни. Поэтому стоит быть особенно внимательными к таким снам. Также, возможно, вам во сне предстоит какая-то борьба. То вы должны понимать и то, если вы победите, то и в реальной жизни действительно победа и правда будет за вами. Теперь давайте поговорим о том, что же нужно сделать в этот день, 26 января, по народным приметам и традициям. Вы знаете, в день Еремы издревле с особой заботой относились к таким мелким животным, как собаки и кошки. Но особенно внимательны наши предки были к одомашненным представителям семейства кошачьих. Почему? Потому что считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события, поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество народных примет. Например, если кошка умывается, то ждите гостей. На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что если больной быстрее поправится, и если в этот день посидит на том месте, где было чаще всего лежит кошка. Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго и в детскую колыбель. Наши предки верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам. В этот день обязательно нужно помочь 7 раз страждущим. Считается, что за это обладателю будет прощено 7 грехов. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 26 января в Еремин день. Сегодня запрещено отгонять от себя кошку пинком. Болезнь иначе надолго прилипнет. Когда же кошечка все же мешает, ее нужно отвести от себя и обязательно вкусно покормить. Если же после этого животное снова начинает тереться об ноги, нужно на это обратить внимание. Эта примета говорит о том, что начинается у вас болезнь. Не разрешается 26 января трогать лежащую кошку. Кто не прислушается к этому совету, у того могут начаться проблемы на работе, ссоры с начальством, с коллегами, какие-то внештатные ситуации, даже срывы производственного процесса. Если же кошку и вовсе сбросить с ее места, то возможно даже и увольнение. Нельзя и продавцам гнать сегодня кошку, зашедшую в магазин, иначе считается, что торговли не будет. Ее нужно накормить и понаблюдать за ней. Если после еды она приведет по левому уху лапкой, то от покупателя отбоя не будет, или же совершится даже выгодная сделка. Нельзя на любимое место кошки садиться и здоровому человеку, иначе может заболеть. А вот больному, наоборот, нужно обязательно посидеть на этом месте, значит, скоро пойдет на поправку. Категорический запрет в Еремин день идти по дороге, если только что перебежала черная кошка, черная собака или черный петух. Иначе в доме случится пожар или воровство. Нельзя на Ерему и бить кошку. Кто это сделает, на себя 7 несчастий навлечет. Запрещено и засыпать взрослому человеку рядом с кошкой. Наши предки считали, что можно с ума сойти во время сна с пушистым любимцем. Поэтому в Еремин день кошку желательно отправить в другую комнату. Также не рекомендуется народными приметами 26 января выходить из дома. Иначе считается, что можно лихорадку повстречать. Сегодняшний день лучше провести в квартире, в доме. Тогда все болезни обязательно пройдут стороной. Вот такой, друзья, у нас с вами день 26 января по народным приметам и церковному календарю. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, также обращаем ваше внимание, кто спрашивал касательно
как отправить нам донат, как поддержать нашу команду, наш канал, друзья. Ссылка в описании к этому видео. Любая сумма нам будет очень приятна. А те, кто нас поддержит, помогает, мы вас очень благодарим и надеемся и верим, что высшие силы обязательно вам помогут и все в вашей жизни приумножится. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.